Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня вторник. В этот день мы рассказываем вам о событиях, произошедших в Европе в средние века. Я Ольга Сапрыкина. Тема сегодняшнего выпуска – Атон I Великий. Имя германского правителя Атона I, чье время правления приходится на 936-973 годы, связано с восстановлением Священной Римской империи германской нации. Атон I Великий, сын Генриха I Птицелова, основателя саксонской династии, был, пожалуй, самым выдающимся и сильным государем этой династии. Главными соперниками германских правителей в это время были племенные герцоги, военные предводители отдельных этнических областей. При Генрихе I Германия объединилась, однако герцоги сохранили свою самостоятельность. В 936 году Атон I принял корону и получил влияние во всех 5 германских областях. Обращаю особое внимание на отношения Атона I с германской церковью. Епископам и аббатам, настоятелям монастырей, он давал земли в лен, то есть в награду. Большие города и крупные земельные участки. На доходы, полученные с этих владений, клирики должны были снаряжать военные отряды и участвовать в королевских походах наравне с другими светскими людьми. По церковным правилам епископ и аббата выбирал капитул – собрание священников с главной церкви епископской резиденции. Однако Атон сам стал самостоятельно назначать епископов и аббатов и вводить их в инвеституру. Именно так назывался обряд введения в должность. Клирик, подобно любому другому вассалу, становился на колени перед королем, вкладывал свои руки в его и произносил присягу на верность. Король передавал ему кольцо и копье, знаки светского и военного владычества, а также посох, знак пасторской власти. Надо сказать, что нравы клириков в это время отличались достаточно большой воинственностью. Они выступали в походы верхом на коне с палицей в руке, дабы оглушать ударом до смерти, не проливая крови. Любой рыцарь имел свободный доступ в спальню епископа в любое время дня и ночи. Он мог войти, если его не устраивала плата за свою службу, положить на постели епископа палку, с которой обдирали кору. Если плата не была увеличена, рыцарь считал себя вправе оставить службу. Ведя энергичную внутреннюю политику, Атон I также защищал внешние границы государства. Так, в 955 году совместно с чешским князем Болеславом I он победил мадьяр, то есть венгров, в битве на реке Лехи и заставил мадьяр покинуть пределы германских владений. А решение начать походы в Италию Атон I принял, я думаю, потому что видел себя достойным преемником франкских государей. Первый поход состоялся в 951 году. Незадолго до этого маркграф Беренгард Иврейский, правитель приграничной области, захватил власть в Италии. Вдову настоящего короля Италии, умершего незадолго до этого, Адельгейду, Беренгар Иврейский держал в заключении. Узнав об этом, Атон I перешел через Альпы и захватил итальянские территории. При этом он освободил Адельгейду, женился на ней и провозгласил себя итальянским государем. Через несколько лет в Италии вновь вспыхнуло восстание под предводительством Беренгара Иврейского. Папа Иоанн XII и римская знать обратились к Атону I. Германский король явился в Италию с большим войском. Итальянские города сами открывали ему ворота. В Павии, столице лангобардов, германского племени, проживавшего в Италии, Атон I надел на голову так называемую железную корону, называвшуюся так, потому что корона-то была золотая, но в ней, по легенде, был железный гвоздь из креста Спасителя. В 962 году Папа Римский в Риме возложил на голову Атона императорскую корону. Все население Рима поклялось Атону I больше не избирать пап без согласия императора. Так, в 962 году была восстановлена Священная Римская империя, которую стали называть Священной Римской империей германской нации, а германский государь сделался также государем итальянским.
Новая Священная Римская империя была на треть меньше прежней. В нее не входили Франция и Бургундия. Период правления Оттона I вошел в историю под названием Оттоновского возрождения, поскольку в это время состоялся очень большой расцвет культуры. Расцвет происходил и в историописании. Средневековые хронисты характеризовали Оттона как сильного, благочестивого, щедрого, смелого правителя. Особо они подчеркивали, что он умел говорить на различных языках. Саксонский историк Видукинд Корвейский отвечал, что император был весьма умерен в отношении сна и даже во сне о чем-то разговаривал. Любопытно, что такую же черту и средневековые хронисты подмечали у Карла Великого. Всего вам доброго! Смотрите нашу программу «7 дней истории». Каждый вторник мы будем рассказывать вам о средневековой Европе. А завтра, в среду, вы узнаете о событиях, произошедших в истории стран Азии, Африки, Америки и Австралии.